кажется, честно говоря, что человек, кажется, на 90% мы состоим из воды биологически. Вот также на какой-то огромный процент человек состоит из памяти. Память — это все, что у нас есть для того, чтобы исследовать и понимать окружающий мир. Каждый раз, когда мы встречаемся с каким-то новым событием, с какой-то новой идеей, мы так или иначе сравниваем ее и понимаем, опираясь на те воспоминания, которые у нас есть. То есть я бы сказала, что память — это язык и, может быть, общечеловеческий такой native language, то есть то, что у нас есть еще до того, как мы начинаем говорить по-русски или по-каталански. Я думаю, что мое отношение к памяти и к прошлому, оно, м, оно изменилось. То есть оно уже менялось по мере того, как я писала книгу, но я думаю, что сейчас я написала бы ее совсем по-другому. Или, может быть, добавила бы к ней какую-то вторую часть послесловия, потому что я там говорю, но, может быть, слишком мало о темной стороне памяти, о том, что одержимость прошлым, а мне кажется, что это вещь, одержимость прошлым — это болезнь западной культуры, к которой я причисляю и русскую, российскую, последних, может быть, полутора-двух десятилетий. Мы так погружены в прошлое, мы так заинтересованы в нем. С одной стороны, она нас пугает, с другой очень влечет. И целые страны пытаются выстроить свое будущее по модели какого-то выдуманного, потому что в памяти очень много выдумки, выдуманного прошлого. Начать хотя бы с Трампа, который сделал когда-то слоганом своей избирательной кампании «Make America Great Again». Но он никогда не объяснил, потому что объяснений нету, что за «again» он имеет в виду. То есть какое конкретное историческое десятилетие в жизни Соединенных Штатов он описывает как этот утраченный рай величия, к которому надо вернуться. А путинская война против Украины — это российская война против Украины. Это в чистом виде memory war, война памяти, которая пытается настоять на своей версии прошлого и использует для этого танки, дроны, бомбардировки и бесчисленные жизни с той и с другой стороны, как будто это так важно — восстановить то, что им кажется исторической правдой или исторической справедливостью. И вот об этой одержимости прошлым я говорю немного в «Памяти памяти», но меньше, чем я сказала бы теперь. Мне кажется, что в какой-то момент мы с нашим интересом, с нашей влюбленностью в людей и события далекого или недалекого прошлого зашли слишком далеко, и что буквально призраки начали вытеснять живых. Когда мы предоставляем памяти единственный, если хотите, микрофон, история замолкает и отступает в сторону. И мы оказываемся в таком темном лунном пространстве, где действует парад проекций, парад фантазий, которые неминуемо должны начать уничтожать одна другую, просто потому что версии истории слишком разные. Вы знаете, как никто, как это устроено в современной Испании или здесь, в Каталонии. И российская ситуация очень похожа. Нету исторического или общественного консенсуса относительно революции 17 года, например, или 91 год и распад Советского Союза. По поводу любой значимой исторической точки существует некоторое количество мнений и страстное желание настоять на своем. И это очень тревожная вещь, потому что это значит, что прошлое не
ушло на достаточное расстояние. Оно все еще живое и хочет продолжаться, хочет новых жертв и новой крови. И хотелось бы, чтобы, видите, на постсоветском пространстве этого избежать не удалось. Хотелось бы, чтобы это не продолжилось в других участках Европы. Вопрос о том, можно ли освободиться от идентичности, от памяти, один из ключевых, мне кажется, ну и для меня персонально, и, может быть, для всех нас, переживших 20 век и теперь пытающихся разобраться с 21-м. Можно ли выскочить из собственной судьбы? Можно ли сделать что-то со своей личностью, со своей идентичностью, так, чтобы было немножко менее больно и немножко более свободно? И я думаю, что я написала эту книжку «Фокус» для того, чтобы попробовать ответить на этот вопрос экспериментально. То есть, чтобы увидеть историю женщины, которая пытается избавиться от своей идентичности, и понять, к чему она придет. Я не знала, чем книга кончится, когда я начинала ее писать. То есть это в буквальном смысле был такой живой эксперимент. И как эксперимент он, наверное, не удался, потому что в конце книги и моя героиня, и я сама остаюсь с тем же вопросом. Можно ли оставить себя в гостинице как чемодан и выйти на улицу совершенно другим человеком? Наверное, нельзя, но очень хочется, и всегда будет хотеться. Мы уезжаем не от опасностей, не от, а не от чего-то, а в результате чего-то. И и мне кажется, что движущая сила этой иммиграции – это стыд. Ты уезжаешь, потому что тебе стыдно и невыносимо оставаться в стране, которая делает эту войну. Но когда ты оказываешься за границей, ты понимаешь, что стыд никуда не девается, что теперь и еще очень-очень долго, я думаю, десятилетия, сказать, что ты из России, значит подчеркнуть, указать на свое родство со зверем. И это ситуация, с которой, ну, иммиграция из России еще, мне кажется, никогда не сталкивалась. Иммигранты первой волны считали себя жертвами. Они уезжали от изменившегося режима. Иммигранты 70-х, 80-х годов уезжали от Советского Союза, с которым они боролись, и иммиграция тоже была формой противостояния, но в ней тоже было что-то героическое. В нашей истории нету решительно ничего героического, только жгучий стыд, некоторое ощущение безнадежности и какое-то при этом и какое-то желание попробовать все-таки что-то сделать, что-то изменить, найти новые основания для своего существования. И для меня, возможно, эти новые основания связаны с тем, что иммиграция в самом таком генеральном смысле в наши дни это гораздо больше, чем просто группа людей, которые уезжают из России или, например, из Афганистана, что сообщество displaced persons по всему миру – это огромное число людей, больше, чем 100 миллионов. И я думаю, что в этом есть большой потенциал солидарности, понимания и какого-то разговора, который не будет сводиться к разговору о России, например, или о Сирии, а сделает и ту, и другую страну материалом для того, чтобы изменить что-то к лучшему в жизни и мира в целом. Я одну вещь, наверное, скажу, потому что
Она связана с именем Мерсера Дореде, которую я в последние недели, месяцы увлеченно читаю и думаю вот о чем. Что мне кажется замечательным и очень важным, когда писатель, писательница, придумав и сделав какую-то штуку, которая у нее хорошо получилась, не продолжает делать в следующий раз буквально то же самое и еще раз то же самое, а каждый раз начинает заново, переизобретает собственный голос, собственное отношение с языком, собственное отношение с литературной традицией. Так что ее творчество, ее работа — это не такой монолит, а архипелаг. Много маленьких и больших островов, каждый из которых живет сам по себе. Мне это очень нравится в книгах Редареды, и это какая-то вещь, на которую я хочу надеяться, наверное, сама, когда я пишу. Хочется с каждой новой книгой отпрыгнуть подальше от той себя, которой я была, когда писала предыдущую. И, может быть, вот в этой способности куда-то перепрыгнуть, выпрыгнуть, для меня лежит какая-то надежда на будущее.